Наконец-то мы решили заняться дачей и сложили такую печку. Под видео будет ссылка на проект этой печи. Николай Золотарев выложил порядовку такой печки. В свою очередь переделал немножко с проекта печки Кузнецова Я бы ИВ. так сказал, за базу была взята печь Кузнецова, которую Золотарев привнес свои коррективы, и получился вот такой вот проект, которую мы в свою очередь тоже доработали под себя, и в итоге получили вот такую отопительно-варочную печь. Все началось, конечно, с выбора кирпича, то есть был куплен полнотельный красный кирпич в нужном количестве, докупили шамотный кирпич. Определились с проектом, нам были известны размеры, габариты печи. Нужно было изготовить фундамент, который должен был быть независимым, который не должен был быть привязан к фундаменту здания и мог бы выдержать печь таких габаритов, которая довольно-таки Весом до тяжелая. тонны, наверное. Есть даже в проекте указано вес самой печи, но он где-то там и Ну, получается. какой фундамент ты делал? Фундамент мы начали с того, что было вырыто под фундамент яма, где-то глубиной до метра, наверное. Фундамент сначала вываривался металлический каркас, который был потом залит бетоном марки 500. Стоял полгода. Мы это сделали осенью, и до весны фундамент у нас выстаивался. По весне мы приступили к первым работам. По проекту закладывается гидроизоляция рубероид, на которую первый ряд укладывается на цементный раствор. Второй и последующие уже ложили на глиняную смесь. Смесь мы не готовили, покупали готовую. Это смесь специально для печей. Да, ну это глиняная керамзитная смесь. Проштудировав много рекомендаций печников, мы потихоньку приступили к складыванию. То есть, как рекомендовалось, начали складывать ряд за рядом на сухую, подгоняя каждый ряд кирпича таким образом, чтобы он был максимально качественно, плотно уложенным и соответствовал проектной документации. Швы какие ты делал? Швы были отличные. Какой размер швов? Минимальный. Так как кладка у нас не лицевая и опыта в таких работах довольно-таки мало, швы получились разные по толщине, но они оставались в пределах от 5 мм до сантиметра. Перед началом работ мы определили место локации нашей печи в середине дома, спроектировали ее размер и спроецировали его на потолок в зеркальном виде. Потом мы определили, в каком месте у нас будет дымоход. Сделали отвесы. Отвесы ты, смотри, сделал посередине, а потом ты еще по углам сделал. Были натянуты ориентиры, шнуры. По правилам укладки печи несколько рядов набираются на сухую. Это делается для того, чтобы в момент укладки у вас уже было отсортирован, подогнан весь кирпич, который ляжет непосредственно в текущий ряд. Зачем это делать? Чтобы определить, какой кирпич по размеру и как ляжет в этой порядовке. Если кирпич низкого качества, его зачастую приходится равнять, подгонять, чтобы ряд получился ровным и симметричным. Габариты печи. Печь достаточно компактная, очень аккуратная и эффективная. То есть ширина самой отопительной поверхности 3 кирпича. Если в длину 7 кирпичей, в ширину 1,5 кирпича, та часть для варочной поверхности плюс еще 1,5. Выступающая часть. 1,5 кирпича для варочной поверхности. Ширина варочной поверхности 2,5 кирпича. Начало работ по укладке печи началось с того, что на фундаментную часть был выложен раствор, выровнен, на который был в свою очередь уложен рубероид. Потом на этот рубероид уже непосредственно велась кладка на цементный раствор первого ряда красного кирпича. Буквально на втором ряду уже надо устанавливать сажатруски. Это у нас какой? Второй, третий. Во второй, третий ряд это получается уже дверка стоит. Да. Как ты дверку устанавливал? Ты прокладывал чем? Там надо шнуром, да, каким-то огнеупорным? Ну, вариантов установок самой дверцы их достаточно много. Я брал крепления для гипсокартона, пластины, крепил их саморезами непосредственно к самой дверке. Как они называются? Крепления для Так есть? гипсокартона. Угу.
Ну, их по-разному называют, там птицы, там кто как называет. Прикручивал саморезами к самой дверце, потом буром в кирпичи отверстие, монтировал саму дверцу, то есть я там не использовал ни пластиковых пробок, ничего, просто закидывал саморез для фиксации, но при этом у него оставалось место для расширения, для свободного хода, а саму дверку по периметру укладывал асбестовым листом и потом замазывал это все глиной. По отзывам печников, такое крепление достаточно эффективное и долговременное. Единственное, при креплении этих дверок желательно, чтобы внутри все эти крепления были недоступны для прямого попадания жара какого-то, чтобы Не плавилось, да? да, чтобы оно не обугливалось, а оставалось в вкладке непосредственно. Это ты рассказывал про очистные в грубе от сажи. В варочной части, там же две дверцы будет. Будет зольная, откуда золу вычищать, и куда дрова кидать. Топочная, да. Все по проекту, да, нюансов никаких нет. Нюансы были, вот когда велась укладка, и вот это вот шамотное ядро, у нас же не было такие, как в проекте, шамотные кирпичи. У нас были стандартные кирпичи, из которых мы уже сами Приходилось формировали вот это шамотное резать, ядро ну да. своим образом. По проекту закладывался определенного размера шамотный кирпич, но так как мы такой не нашли, решили сложить с обычного шамотного кирпича, сделав ядро уже по своему проекту. Ну и в идеале, чем больше вот эти вот шамотные плиты и с меньшим количеством соединений, Ну тем да. меньше в Тем оно более перспективе. прочнее, да. Ну, это что прочнее, оно просто более эксплуатационно пригодное. В процессе эксплуатации, когда загружается в топочную часть дрова, ветки, они меньше наносят ущерб самому шамотному ядру. Мгм. Потому что неаккуратное обращение, буквально чуть перегрузил, больше И в накидал. стенку толкать нельзя, дрова Да, да. И длинные, получается вы... потому что может выпасть вот Да, эта оно часть. просто разбивается, разваливается, решается. Вообще, как бы печка сама по себе может быть с первого взгляда, ну и простая, конечно, но когда ее начинаешь делать, то получается, что очень много работ по подгонке, прирезке, на что уходит очень много времени. Вот. И быстро из-за этого не получается такие вещи делать. Приходилось все подрезать, подгонять, для того, чтобы оно все соответствовало размерам и проектным документам. Ну, прирезка, вспомни, в каждом ряду прирезка. Ты в день делал по одному Ну, у ряду. меня где-то треть ряда всего каждый раз прирезалась. Ну вот, каждый ряд прирезка. Ну ничего, в день один ряд, и за месяц ты ее сделал. А что за эту дверку? Мы все рассказали. Так же ее устанавливаешь, как и все. Просто она тяжелая, ты ее подпер этими кирпичами, да, Ну, чтобы оно она застыло. восстанавливается, потому что кладка продолжается, а сама дверка, она же не зафиксирована, и получается ее надо фиксировать Ну, она до тяжелая, просто момента, пока чугунная. ты ее не перекроешь, иначе она ну, не держится. 9-й ряд, ты видишь, ты уже закрываешь сверху дверку. Что сложная прирезка. Я смотрю, что ты бегал все время, примерял, резал. Что все Ну, время, у людей, понимаешь, которые занимаются такими работами, у них есть станки, ну ясно. там все это под А углами чем ты можно резать. резал? А я работал Болгаркой? просто болгаркой, да. Вот, Шамотное ядро заканчивается и устанавливается в 10-м ряду. Вырезал ты здесь, что ты тут вырезал? Подварочную эту, да? Ты да, кирпич да, подрезал, подварочную плиту. поверхность плиты чугунной, да? Вырезал ты, потому что эта чугунная плита будет расширяться, сужаться, да, при нагреве. Да, Поэтому здесь нельзя фиксировать жестко, правильно? зазор Надо, должен чтобы оставаться. оставались зазоры. Зазоры в кирпиче. Да, снизу проложено все асбестом. Установилась сварочная поверхность. Обязательно потом верхний ряд кирпича фиксируется уголком 25 мы, по-моему, делали, вываривали и крепили Но она свободна. для того, чтобы зафиксировать верхний ряд кирпича, который подвержен, как правило, физическому воздействию, потом расширениям всевозможным. И если его не фиксировать этим уголком, то, скорее всего,
печка будет уязвимой в этих местах. Это зацепили, ударили и рекомендуют все вот Окантовочку такую да, делать. делать такую Ну, вот окантовочку фиксацию. ты не вплотную делал. Я помню, ты делал зазоры, чтобы на расширение, сужение Да, было. она одевалась не Ее вплотную. нельзя, ну как это, Да, впритык. да, она одевалась не впритык, там оставалось там порядка, не знаю, там минимум 5 миллиметров. Шамотное ядро, ну, естественно, как все печники говорят по правилам, нигде не соприкасается с основной конструкцией печи. Оно независимое от красного кирпича. Вот с той же целью, потому что расширение разное у Оно как в красного воздухе кирпича и висит, шамотного. получается. Как в воздухе висит, получается, да? Да, ну и тем самым оно и уязвимо, видишь, вот когда топка идет и загрузка печи, вот эти вот, если закидывать вплотную, как в паровоз, то С вот это, усилием. да, с усилием, это все очень легко разрушить. Нежно надо обращаться с этим всем Да, делом. да. Потому что при нагреве все ослабевает. В 15 ряду это получается у нас как это? Задвижка летнего хода. Задвижка, ставится задвижка летнего хода. Ты вырезаешь в кирпиче такую емкость, да? Это ж ты на рынке покупал эти все дверки, да? Мгм. Угу. Чугунные. Поэтому они все с ценниками. Получается, Заслонку летнего хода а ставить. зачем ее делать? А ее делают для того, чтобы в летнюю пору не протапливать всю печь, а для того, чтобы газы и шли по кратчайшему пути. После лета ты имеешь в виду, перед зимой, да? Что перед этим? Ты говоришь, летний ход. Это что, летом печку топить или что? Ну, если ты, допустим, захотела приготовить что-то, А, у и тебе тебя не нет надо, чтобы электричества. Подожди, тебе не надо, чтобы грубо Да, грелась. да, А, вот для чего. да. Получается, Открывается летний ход. и что? И у тебя получается вот этот первый колпак, он не задерживается теплый воздух, потому что и когда открыто летний ход, у тебя все прямо уходит, Дымоход. и газы не скапливаются в колпаках. И это делается в двух случаях. Либо когда печка на холодную стартует, для того, чтобы появилась тяга, потом летний ход закрывают и уже протапливают. Либо если ты в жаркую пору времени решила на печи что-либо приготовить, открывается летний ход, и благодаря этому летнему ходу грубо не Все нагревается тепло таким. уходит в Да, дымарь. да, да, сразу, да, А как напрямую. дымарь называется по-русски? Труба. Труба. Все идет в дымоход. Вот для этого и ставится вот эта вот летняя задвижечка. Так, это у нас получается уже, ты поставил дверки. Какие? В 17 ряду для сажетрусок, да, здесь уже перекрывается первый колпак, формируется второй колпак и устанавливаются дверки для сажетруски, для того, чтобы можно было почистить сажу со второго колпака. Внизу мы чистим первый колпак, вверху чистим Ну, сразу второй мы чистим колпак. второй колпак. Ссыпается Сначала сажа. жена будет чистить второй колпак, потом у нее все ссыпается в первый колпак, и она чистит уже потом Это да, снизу. так и да, уже да. Вот, полностью дверки поставили. 18 рядов, и вот две дверки, две сажатрусочные дверки уже стоят. Мгм. Вот. Сейчас мы откроем, посмотрим. Хорошо, расскажи, пожалуйста, вот здесь кирпичи в каком ряду вот эти? Что ты говоришь, что у кого там, какого по проекту они висят и лежат на одном кирпиче? По проекту при формировании перегородок Колпаков. нижних колпаков и верхних колпаков по проекту там закладывается один целый кирпич, на который в перспективе укладываются просто половинки. Я решил усилить конструкцию. В каждом из рядов я выпиливал и укладывал кирпич с таким образом, чтобы он перевязывался в рядах. Тем А, ты самым... просто глиной вот тут обмазывал, да? Чтобы он как приклеивался или что? Нет, нет, вот они так рекомендовали так ложить. А, А я в некоторых рядах потом перевязывал эту стенку кирпичом, выпиливал. выпиливал, чтобы наложилась Но на я не стенку знаю, грубо, да? вот видишь, тут Это вот эти, какой? вот видишь, вот эти половинки, вот сейчас тут просто лежат. Я делал не просто вот так вот половинку, А а вырезал кусочек. вырезал, Мгм. да, такие вот делал запилы и ложил, чтобы, ну, перевязывались Мгм. ряды. Таким образом, получается, весь набор вот этих половинок, он не висит в воздухе на одном кирпиче, а равномерно распределяется. Мгм. Вот эти колпаки внутренние, да? Вот раз, Мгм. запилы такие. Мгм. Вот это их ты распирал, да? Мгм. Но когда формируется уже труба, Вот видишь, 22-й. там уже сформировался вот этот первый ряд. Какой труба?
Что-то трубы далеко. Да, вот тут уже начинала формироваться труба. Вот здесь. А, да? Да, это что тут два колпака получается. И так вот раз, и в трубу уже она А. здесь выходила. И труба уже начинается. Вот отсюда. Тут же получается газ сюда поднимать, потом вот так опускается, и потом вот так вот выходит. Мгм. И здесь уже посередине уже формируется труба. Потолок. Что ты сделал с потолочком? В потолке зеркальным образом было перенесено место прохода трубы, выбрано оптимальное место, и методом сверления перфоратором и болгаркой было вырезано, выпилено отверстие под дымоход, который в итоге прошел сквозь плиту перекрытия. Ну, дымоход. А, подожди, мы еще не договорили. Нужно рассказать за задвижку для дымохода. Задвижка для дымохода по проекту, она спереди. Но мы такую не нашли, задвижек таких не нет. было. Какую нашли, и пришлось сделать с Да. правой части, если лицом Да. смотреть к печке. Справа мы сделали задвижку такую. Да. Задвижка для дымохода. Налитая она закрывается, на зиму открывается или полностью, или частично, когда протопка идет. Ну и закрывать ее полностью нельзя, потому что можно угореть газами. Да не можно гореть. Нет, Если когда ты печка горит или Конечно. тлеет, Не, ну есть правила эксплуатации печи, и, знаешь, естественно, пустоты в плите я глиной заделывал. У нас прошла труба сквозь потолочное перекрытие на чердак, вот и она вышла. вышла на чердак. На чердак. Она вышла на чердак. Вон, видишь, задвижка. Вообще-то, помнишь, мы хотели с боровком делать кирпичным, да? Но потом передумали и вывели Да. просто на крышу кирпичную кладку. Да. На мансардном этаже трубу было решено установить сэндвич с нержавейки 1 мм. И один из фрагментов этой трубы устанавливалась монотруба с ребристым радиатором, с повышенной отдачей тепла, с повышенным КПД. Ну, для нее, она что же весит? Для нее ты что сделал? Для этой трубы была выварена конструкция, Металлическая табуретка которую такая. была смонтирована непосредственно сама труба, которая в процессе установки была выведена на крышу. Сама конструкция трубы смонтирована таким образом, она как бы самонесущая, то есть металлоконструкция. Она не нагружает основную конструкцию печи, потому как ее основой является металлоконструкция, которая стоит на плите перекрытия. Крепление трубы производилось следующим образом. То есть основание трубы устанавливалось на металлоконструкцию, вываренную под нею. Верхняя часть трубы на мансардном этаже одевался хомут с нержавейки, который растягивался стяжками в 3 стороны, Растяжка. фиксировался. И сажа заодно стекает, когда дожди идут, попадает в трубу. Внизу стоит емкость, куда стекает конденсат и вода, если дождь идет. Ну, так рекомендуют не ставить никаких зонтиков над твердотопливными такими печами, потому как мне объяснили, что осадки, которые в ту же трубу попадают, естественным образом ее и очищают, а те нечистоты и конденсат, которые будут стекать, они собираются внизу в отстойнике у основания этой трубы. И таким образом довольно просто этот фрагмент трубы почистить и собрать весь этот конденсат. Сколько должно над крышей в отверстие проходить трубы вверху? Сколько должно выступать по правилам? Там, по-моему, 90 сантиметров, там около метра. Не меньше, да? Не меньше? Ну, это на коньке. Не меньше от конька. Да, не меньше, вот. чем на 90 сантиметров. Не меньше, у нас больше. Угу. Да, Дальше метр. что ты делаешь? Я забыл, как называется фрагмент этой трубы, которая сверху одевается на этот сэндвич, для того, чтобы закрыть проход самой трубы в отверстие самой крыши на безопасном расстоянии от балок, и соблюсти все нормы и меры пожаробезопасности. Изнутри потом этот проход полностью изолировался огнеупорной ватой поверх этого сэндвича, и балки обрабатывались соответственно раствором противопожарным. Вот смотри, вот первая протопочка. Видишь? Первая протопочка наша. Да. Сразу пошла нагреваться сверху варочная панель. Тяга какая? Хорошая. Дымок. Опс, пошел черный дымок.
папу еще не выбрали. А вот потом, если открыть дверку для загрузки топлива, то дым вообще белый. Съемка велась для домашнего использования. Но мы решили выложить, может у кого будет как тоже попробовать. Мотивация что-то сделать, потому что мы делали такую печку первый раз. Печь получилась достаточно эффективной. Потребляет она не так много дров. КПД у нее высокая. Тяга хорошая. Тяга просто замечательная. Перед тем, как начинается укладка первого ряда, ты должен четко понимать, какой у тебя будет ноль в полу, понимаешь? А мы в процессе стройки немножко переиграли пол, и тем самым он у нас поднялся. Ну да, я ж тебе Не говорю, запланированно. И поэтому наш... получилось аж по дверке нижние. Да. Использовать эту печь в качестве камина тоже классно и реально, но только при наличии хорошей тяги в печи. Ну, у нас опять тяга хорошая. Поэтому... Ты говоришь, в этой печи изначально тяга хорошая. Ну, у нас получилось, да, у нас тяга А хорошая. что может быть так получиться, что плохая? Что может мешать? М, Ветер задувать не, или не, что? я думаю, что только грубое нарушение каких-то проектных рекомендаций. Ну, во всяком случае, делали сами. И если какие-то ошибки или недочеты, некого винить. Если бы приглашали какого-то печника, да, кому доверишь свою печь? Никому. Сейчас! Не, ну так реально все халтурят. Если вам понравилось наше видео, ставьте нам лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. Пока-пока.